Здравствуйте, дорогие друзья! В Киеве сейчас раннее утро, пятница, 31 мая, а в Вашингтоне поздний вечер, четверг. И я с наслаждением смакую, вкушаю, можно сказать, этот исторический день. Исторический он по двум причинам. Первое. Жюри присяжных заседателей утвердило обвинительный приговор Трампа. Он признан виновным по 34 пунктам. Это рекорд Соединенных Штатов Америки. Ни один настоящий действующий президент этой страны не был никогда обвинен ни в совершении ни одного тяжкого уголовного преступления. Трамп сразу был признан виновным по 34 пунктам. Каждый пункт фактически это отдельное преступление, причем тяжкое, я подчеркиваю. И это только по одному делу. А там еще два федеральных, еще один штата. Поэтому значит, впереди еще новые достижения. Ну, естественно, все об этом говорят. Да не то, что говорят, об этом трубит все информационное пространство страны. И на этом фоне несколько так затухло или ушло в тень другое, я бы сказал, историческое решение. Это решение Белого дома дать возможность Украине наносить ответные удары по российской территории. И наблюдатели, которые понимают, что это такое, считают, что это событие будет играть огромнейшее значение в мировом, так сказать, масштабе. И это может означать поворотный момент в войне Украины против агрессора. Поэтому я начну со второго пункта. Собрал здесь из многих ведущих средств массовой информации хронологию событий, что произошло на самом деле, что нас ждет, поэтому сейчас я вам это все и расскажу. Итак, решение Байдена, Белого дома, как мы с вами и предполагали, буквально в предпоследнем видео, оно не было оглашено официально, была утечка информации со ссылкой на несколько источников, по-моему, там всего 3, не так много, из Белого дома, и они ушли в средства массовой информации Соединенных Штатов. Первое об этом написало издание The Political, ну и потом пошло-поехало. И я считаю, что наиболее на данный момент объемную и хронологически последовательную статью опубликовала Вашингтон-Пост, издание, которое наиболее близко к этой администрации, о чем я неоднократно говорил. И вот как там описывается вся история, как это произошло. Переоценка позиции Байдена по вопросу бить или не бить ВСУ вглубь российской территории, а если бить, то почему и на какую глубину, она готовилась несколько недель. По словам официальных лиц, неназванных официальных лиц, на которые ссылается издание, это решение стало побочным продуктом нескольких факторов. Первое – это наступление Российской Федерации на Харьков и та тяжелая обстановка, которая там сложилась. Затем это растущее давление на Соединенные Штаты, на администрацию со стороны европейских стран, Евросоюза, стран НАТО. И, что особо подчеркивается, визита в Киев в этом месяце госсекретаря Соединенных Штатов Блинкена. Он сыграл в принятии решения, которым сегодня объявляется, поистину ведущую роль. Кстати, надо похвалить бы и Джейка Салливана, к которому многие относятся несколько негативно, а некоторым сильно негативно. Но, как вы сейчас увидите, он был одним из движущих шестеренок в механизме принятия положительного решения для Украины. То есть он был главным чиновником, который разрабатывал и руководил разработкой нового решения. И делал это он, филигранно, я вам скажу, быстро, решительно. То есть он был одним из главных в том смысле, что это решение было принято достаточно быстро. По сообщениям Вашингтон-Пост,
к Белому дому с просьбой разрешить, значит, удары внутрь российской территории именно на Харьковском направлении. То есть просьба была поставлена узко, именно на Харьковском направлении разрешить использовать американскую артиллерию, ракеты для ударов по российской территории. Так вот, украинская сторона обратилась к американцам 13 мая. Помните, это очень интересно, потому что до этого со стороны Украины, оказывается, к Белому дому никто не обращался. Этот вопрос, видимо, считался неактуальным. Поэтому этим объясняется та позиция, которую потом, когда начали об этом говорить, анонсировали несколько представителей, разных представителей администрации о том, что запрета фактически не существовало, потому что никто не спрашивал, поэтому никто не запрещал. Не существовала позиция официальная, не поощряем, не способствуем, но Украина сама принимает решение. И вот 13 мая, в связи с тяжелой ситуацией, которая сложилась на Харьковском направлении, представители Украины обращаются к Белому дому с просьбой разрешить. Значит, как дальше развивается событие? Дело поступает к Салливану. Салливан связывается с министром обороны Остином, затем председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Брауном, и вместе они разрабатывают позицию. Разрабатывают мгновенно по критериям не только американской, но и любой чиновничьей бюрократии. Начали разрабатывать, то есть запрос поступил 13 мая, 15 мая Салливан доложил Байдену о том, что мы поддерживаем. Это то, что нужно поддержать. Байден практически тут же согласился. Но надо было дождаться возвращения Тони Блинкена из Киева. Значит, Тони Блинкен возвращается из Киева, затем там проходит 2-3 дня еще согласовывает этот вопрос. И фактически 15 мая, то есть всего прошло 2 дня, Байден дает положительный ответ на этот вопрос. А дальше поручается Салливану все это утрясти и привести в окончательное решение, учитывая все нюансы, все маломальские вопросы, которые могут быть с этим связаны. И вот дальше, то есть согласование по бюрократической линии на низших участках, там, где сидят специалисты по конкретным вопросам, вот оно протянулось, этот процесс затянулся до сегодняшнего дня. И сегодня, хотя решение Байдена положительно было дано уже 15 мая, сегодня бюрократия, значит, объявила, то есть сегодня можно считать, что этот день вот принятия решений администрацией в целом. Но надо сказать, что решили не объявлять это официально по многим причинам, ну, мы с вами, возможно, их еще обсудим, а просто сделали вот утечку информации. Но фактически политическое решение по этому вопросу вступило в силу сегодняшнего дня. Но вообще я считаю, что вот это хороший пример, как работает нормальная, квалифицированная бюрократическая система принятия решений в государстве. Обратите внимание, кто принимает решения. Те люди, которым положено это делать по должности. Каждый профессионал, сидящий на своем месте, обращается к своим подчиненным, ему дают рекомендации, и он, осмыслив эти рекомендации, высказывается от имени своего ведомства. Здесь и Госдепартамент, здесь комитет начальников штабов, здесь Министерство обороны, и делается это стремительно, просто стремительно. Я знаю, о чем я говорю, потому что в Советском Союзе вряд ли это было бы принято решение так быстро. Обратите еще внимание, только профессионалы, только те, которые должным образом утверждены на этих должностях. Люди знают свое дело. Никаких темных личностей, от которых не знаешь, что ожидать, которые непонятно, что они делают на этой должности и вообще имеют ли они право или мозги для того, чтобы что-то высказывать по этому вопросу. Вот классный пример западной страны. В этой бюрократической системе может быть сбои, могут быть проблемы, но вот
это удачный пример, как работает эта бюрократия в сложной ситуации, когда надо принимать по возможности быстрое решение. А быстрое решение, оно объясняется ситуацией, складывающейся на Харьковском направлении в Украине. Затем Блинкен во время визита в Молдову в среду стал первым высокопоставленным представителем администрации Байдена, который публично намекнул о том, что Вашингтон рассматривает возможность изменения политики. А потом на следующий день на закрытой встрече министров иностранных дел стран НАТО в Праге он намекнул о предстоящем изменении политики. Причем так описывает газета, как он намекал. Он дал понять, что, скорее всего, это произойдет буквально вот чуть ли не немедленно, когда мы у него попросили уточнить и сказать точно «да», он лишь загадочно улыбнулся. Но этого, видимо, было достаточно ласковой улыбки Тони Блинкена, чтобы, как вы помните, вчера градом, как из рога изобилия, или гроздями посыпались от 11 стран Евросоюза, часть НАТО, положительные решения или заявления в поддержку разрешения Украине принимать, наносить удары по российской территории. В результате вот этих всех событий Россия оказалась перед фронтом или альянсом, объединенным альянсом западных государств, которые приняли важное решение, несмотря на все эти всхлипывания, истерические заявления, писульки в твиттерах некоторых особо нервных представителей Кремля. И Раша оказалась в ситуации, когда, собственно говоря, и ответить нечем. Ну, последнее, всхлипывание последнее прозвучало на страницах журнала «Россия в глобальной политике», где, так сказать, мыслители кремлевские, внешнеполитические пишут статьи. Там Федор Лукьянов, это один из организаторов Валдайского клуба и человек, так сказать, приближенных к тем, кто вырабатывает внешнюю политику в Кремле, собственно говоря, правильно в ходе на страницах, описал о том, что Запад близок к принятию объединенного единого решения, разрешающего Украине бить по российской территории, а затем, что делать? Вот он описывает, все нормально, да, логично, вот они идут к этому решению. Это плохо будет для Российской Федерации. А делать-то что? И в конце, в последнем абзаце Федя выдумал. Раньше они всегда заканчивались тем, что мы покажем Кузькину мать, мы ответим, мы за ответом не постоим. А тут Федя, видимо, всхлипнув, говорит, что мы должны четче формулировать свою позицию. Вот оно и все. Далее, Вашингтон-Пост подчеркивает, что американские официальные лица, приняв решение, дающее зеленый свет Украине по нанесению ударов, о том, какие именно решения и каких ударов мы чуть-чуть дальше с вами обсудим. Так вот, Америка, пишет Вашингтон-Пост, особо подчеркивает это. Американские официальные лица по-прежнему обеспокоены трансграничными атаками украинских беспилотников на российскую территорию, включая недавнюю атаку на систему раннего предупреждения о ракетном нападении, опасаясь, что они могут опасно встревожить Москву. Это замечательный вообще пассаж, потому что до сих пор Российская Федерация никак не выразила свое отношение к вот этой атаке. И даже, кроме Рогозина, который потом открестился от своего заявления, вообще они сказали о том, что какая-то там атака была, и по какому объекту, это, собственно говоря, жизневажная система жизни, то есть защита Российской Федерации от ядерных ракет потенциального противника. По этому поводу она молчит, как рыба об лед, как самая страшная ее тайна. Не знаю до сих пор, что сказать. Так вот, Соединенные Штаты устами неназванных официальных лиц заявили, что да, была такая атака, да, видимо,
видимо, было повреждено. Да, наверное, в Вашингтоне понимает, что эта атака может опасно встревожить Москву, а затем идет вот то, что я вам назвал, правдоподобное отрицание. Вашингтон передал Киеву свои опасения по поводу таких попыток нападения, которые состоялись на прошлой неделе на эти радиолокационные станции, которые предупреждают так, обычную противовоздушную оборону, а также предупреждают о возможном ядерном нападении Запада. По крайней мере, один удар в Армавире, Краснодарском крае России, похоже, причинил некоторый ущерб. Итак, вот это очень важное заявление, которое я считаю, что, наверное, вот этот пассаж, распечатанный на бумаге, наверное, до дыр зачитали. Что он означает? Во-первых, он означает, что Соединенные Штаты знают, что эта атака была, что поврежден был, по крайней мере, один вот этот радар под Армавиром. Отмечают, особое внимание отмечают, что Раша хранит по этому поводу гробовое молчание. Затем, значит, Соединенные Штаты сказали, что они здесь по большому счету ни при чем, и выразили свою озабоченность Киеву. Но они не сказали, что так нельзя делать, не попросили так не поступать в будущем. Наверное, потому что это суверенное право Киева своими дронами наносить те удары, где он посчитает нужным. Хотя газета подчеркивает, что эти радары, по большому счету, не имеют отношения к тем боевым действиям, которые разворачиваются на территории Украины. Эти радары – это отношения между США и Россией. Это стратегический баланс сил. И в Вашингтоне, и в России понятно, что это между двумя странами то, что происходит. И тем не менее, вот все это так читается, я вот лично прочитал, как явно выраженный месседж из Вашингтона Москве. Если что, мы можем повторить. Но мы ответственные люди. Поэтому, если вы не будете дергаться, будете так молчать, как вы молчите до сих пор, то все будет нормально. А будете шуметь, имея в виду еще это решение, которое принято сегодня было в Вашингтоне по поводу права Украины наносить удары вглубь российской территории. Будете шуметь, мы повторим. Но уже в больших масштабах. Потому что, оказывается, ваши самые ценные радары, ваши глаза, они защищаются кое-как. Их можно вот даже мопедом повредить или уничтожить. И не нужно для этого никаких чудодейственных ракет. А если ракеты применить, то вообще. Вот такая, понимаете, вот этот пассаж, который совмещен вместе, то есть который вкраплен в статью о том, что в Вашингтоне принято решение зеленый свет дать Украине по нанесению ударов в районе Харькова через границу с Российской Федерацией. Таким образом, эти два вопроса увязываются и посылается сигнал Москве. Не надо предпринимать дурацких шагов, на которые вы намекали, там Путин говорил, вспоминая ядерное оружие, что мы что-то там махем или не махем и так далее. Сидите и не дергайтесь. Далее, значит, Вашингтон-Пост сообщает, что успехи России на Харьковском направлении подтолкнули союзников к обсуждению вопроса об отправке военных инструкторов в Украину. То есть прогресс не только в том, что Украина получила зеленый свет наносить удары по российской территории. Прогресс имеется также в решении вопроса об отправке военных инструкторов. Но все всегда начинается с отправки военных советников, военных инструкторов, ну и потом дальше ситуация развивается по мере необходимости. Главное сделать первый шаг. Так вот, оказывается, значит, как пишет газета, это еще один шаг, который давно рассматривается как потенциально эскалационный. Однако в условиях поля боя, то есть та тяжелая ситуация, которая сложилась там, эта ситуация, похоже, убедила некоторых союзников в том, что имеет смысл проводить обучение украинских, значит, военнослужащих ближе к украинским войскам, то есть на территории Украины, ближе к полю боя.
что позволит им быстрее и легче переместиться на линию фронта. И здесь вот интересная информация. Генерал Сырский, я вот пропустил это, оказывается, объявил на этой неделе, что Украина и Франция подписали соглашение, согласно которому французские военнослужащие будут на территории Украины обучать украинских военнослужащих. Но потом Сырский быстро отказался от своих слов, заявив, что этот вопрос еще обсуждается. Однако, как подчеркивает Вашингтон-Пост, французские официальные лица не стали отрицать, что переговоры продвигаются стремительно и успешно. И это привело к предположению о том, что объявление о какой-то тренировочной миссии французской в Украине может последовать в ближайшее время. Я обращаю ваше внимание, что с 23 мая, когда был нанесен удар по станции Воронеж под Армавиром, прошло-то всего неделя, и какой колоссальный прогресс в решении важного, самого важного вопроса – зеленый свет Украине бить по российской территории, и второй – фактически введение, скажем так, ограниченного контингента западных войск на территорию Украины. При этом подчеркивается, что будет приниматься решение о вводе конкретных войск конкретной страны, а не Запада, то есть не НАТО в целом. То есть будет это сделано таким образом, чтобы не дать Кремлю, его пропагандистским органам, вопить, что против нас, России, воюет все НАТО. Ну, они, конечно, будут кричать об этом, даже если не вводить войска. Они уже давно кричат, они 2 года минимум орут, что против них, что они сражаются со всем НАТО. Но, тем не менее, главное обозначить правильно свою позицию, а потом уж пусть кричат что угодно. Далее по поводу сегодняшнего решения высказалась CNN. Речь идет о следующем. Опять-таки, Киев обратился к Вашингтону с просьбой изменить политику только за последние несколько недель. До этого вопроса не было. Никто не требовал ни от кого никаких разрешений и не обсуждал вопросы никаких ограничений. Только последние несколько недель, когда российские войска перешли в наступление. Теперь же, согласно сегодняшнему, то есть той политической позиции, которая таким вот образом сегодня через средства массовой информации в США была анонсирована, новая политическая позиция США, теперь ВСУ могут использовать артиллерию американскую, ракетные пусковые установки ракеты для нанесения удара по российским войскам, складам боеприпасов и логистическим центрам через границу и на достаточно узком участке. Это вот Харьковская область. Но то есть тонкость. Есть тонкость. Значит, это достаточно гибкая позиция политическая. Она может меняться в зависимости от развития боевых действий на Харьковском направлении в ту или иную сторону. Главным ответственным является Пентагон. И решения будут принимать министр обороны, доводить через комитет начальников штабов до командующего американскими войсками в Европе 4-звездного генерала Каволи. Ну, а тот уже будет это все согласовывать с своими коллегами из ВСУ. То есть пока речь идет именно о Харьковском направлении. Подчеркивается, что украинская сторона просила именно о Харьковском направлении. Украина, согласно CNN, не просила такого, как они говорят, коврового разрешения вообще по всему периметру Украино-российской границы, значит, изменить политику и наносить удар по российской стороне. Помимо этого, то есть можно через границу, вот именно там, откуда россияне, значит, переходят границу и движутся в сторону Харькова, можно наносить удары по всем военным объектам на земле, а также Украине было разрешено использовать американское зенитное оружие для отражения непосредственной угрозы полетов российских самолетов в воздушном пространстве как Украины, так и России. Но этот запрет, есть запрет, который не позволяет Украине наносить удары по российским самолетам, находящимся на земле. То есть как только они поднялись в воздух, они становятся
мишенью для ВСУ, которые вправе использовать против них американские системы. Ну, видимо, это вот как раз тот аспект решения, который должен помочь ВСУ бороться со стратегическими российскими бомбардировщиками, которые запускают ракеты крылатые, а также скабами, которые, как я понимаю, значит, их запускают с российского воздушного пространства. То есть в этом случае, получается, значит, можно использовать американские системы для нанесения ударов по летающим российским объектам до того еще, как они запустят свои кабы. Но, видимо, сюда же в этих целях, для того, чтобы обеспечить функционирование, значит, всей этой системы, тут нужна система. Видимо, для этого на днях было анонсировано о передаче Украине 2 самолетов типа «Авакс» из Швеции, которые должны быть эффективны для борьбы и с ракетами, и с значит, летающими аппаратами, типа самолетами противника. Ракеты, эти значит, 2 самолета раннего обнаружения могут засекать на расстоянии до 150 километров, а самолеты на расстоянии до 350 километров. Таким образом, значит, если вот обдумать статью CNN, то получается, что поскольку Украина обратилась за разрешением только 13 мая, то фактически это разрешение отсутствовало с 13 мая по 30 мая. Вот и все, собственно говоря. Сколько было шума, криков. А получается вот всего ничего, тут 2 недели. Причем подчеркиваю, что Байден фактически дал положительный ответ на этот вопрос уже 15 мая. Остальное это ушло на утряски, то есть работы с деталями. А детали, они всегда важны, чтобы политическое, значит, решение работало бесперебойно. Без него никак. Так. Закатив глаза, подумав несколько секунд и сказать: да, я согласен, давайте. Значит, так в Америке не делается. И это правильно. Итак, еще раз. Стрелять будут американским оружием на границе Харьковской области, ну, плюс-минус там, естественно, Харьковской области с Российской Федерацией, через границу, по тем логистическим центрам скопления живой силы, техники, логистическим центрам и так далее. То есть как раз с той территории, на которой последние 2 недели враг концентрировал свои силы, переходил в Украину, наносил удар, потом откатывались обратно, получали горячие завтраки, немножко отдыхали, расслаблялись, перегруппировались, теперь обратно направлялись в Украину. То есть эта лафа теперь закончится. Должно закончиться достаточно быстро, потому что американцы не зря торопились с принятием этого решения. Надеюсь, что соответствующие виды оружия уже есть. Теперь переходим к второму. Ну, он затмил, естественно, все. Это исторический вопрос. Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Самое главное из них – это то, что он вмешался, совершил попытку изменить ход предвыборной кампании, а следовательно и президентских выборов Соединенных Штатов Америки. Почему так поставлен вопрос? Ведь там в основе всего дела лежит то, что он воспользовался услугами Путаны, и для того, чтобы она молчала, когда он вступил в президентскую кампанию, через своего адвоката он заплатил ей $130 тысяч за молчание. Тем самым, посчитало следствие, и жюри присяжных поддержало позицию следствия, тем самым он воспрепятствовал поступлению для избирателя всей необходимой информации, на основании которых избиратель мог бы принять квалифицированное для себя решение, голосовать за Трампа или нет. Он скрыл вот такой вот нехороший момент своей жизни, а следовательно, он не дал возможность правильно выразить свое мнение американским, значит, избирателям. Вот это самое главное. Значит, он теперь является
э, признанным по суду felon, это называется convicted felon, то есть осужденный преступник. Ну, я вам расскажу вообще, что такое felon и так далее, чтобы вы имели ясное представление. В Америке есть два вида преступлений. Это в уголовном праве, значит, есть правонарушение и есть felony. Правонарушение – это misdemeanor. Felony – это серьезное, тяжкое преступление. Значит, разница между ними, она в разных штатах немножко разная. В большинстве штатов, если тебя, ну не тебя, абстрактно человека X, приговаривает за совершенное деяние на срок более 1 года, то все, это уже felon, это уже тяжкое преступление. Год и меньше – это misdemeanor. В других штатах по-разному. Вот есть, во всяком случае, это было лет 6 назад, одно из дел, в котором я лично участвовал как консультант, там вот этот переход, граница между misdemeanor и правонарушением и преступлением, это было 52 месяца. 52 и больше месяцев, все, ты уголовный, ты совершил тяжкое уголовное преступление. Теперь, значит, какого момента решать вопрос, то есть это очень важно, когда Трампу вот этот ярлык прицепят на лоб и будут его называть convicted felon. По большому счету говорят, что можно называть уже сейчас. Но так строго юридически в некоторых штатах считается, что это должно произойти тогда, когда судья на основании решений жюри присяжных вынесет вердикт, то есть приговорит его к конкретному сроку или там другому виду наказания. Судья назначил вынесение вот этого приговора на 11 июля. Но опять-таки подчеркивается, что он фактически уже и есть приговоренный преступник. И сегодня, когда он покинул зал заседания, вышел на публику, со всех сторон доносились в разных вариантах, доносился один и тот же вопрос. Господин Трамп, скажите, пожалуйста, почему мы теперь должны голосовать за осужденного преступника? Он не ответил и удалился. Ну, вернее, как он сказал, то есть на этот вопрос он не отвечал, он лишь сказал, что это все подстроено, что это политические преследования и так далее. Но, да, обвинил в этом, естественно, федеральные власти, Джо Байдена, администрацию, но дело-то это не федеральное, оно никоим образом не подчинялось Министерству юстиции Соединенных Штатов Америки, Белому дому, любому другому федеральному учреждению. Байден категорически не отвечал ни на какие вопросы, не давал никаких комментариев по этому вопросу. Это вопрос штата Нью-Йорк. Они, значит, начали это дело, они его расследовали, они вынесли, значит, обвинения против Трампа, ну и теперь это коллективное решение жюри присяжных. А в этом жюри присяжным одному достаточно было сказать «нет» и все. И все летит. Вдребезги разбивается все обвинение. Тут все было единодушно. Не смогли найти слабое звено, чего больше всего опасалось обвинение. В том, что Трампу, трампистам удастся найти одного человека слабое звено, и все дело разваливается. То есть он теперь оказывается в ряду тяжких уголовных преступников. Вот я вам приведу примеры. Значит, что такое тяжкое преступление, то есть felony? Это самая серьезная категория преступлений, часто связанная с насилием, нанесением значительного ущерба или крупномасштабной преступной деятельности. Такой, например, как торговля наркотиками, мошенничество. Среди распространенных примеров тяжких преступлений – убийство, изнасилование, поджог, кража со взломом, грабежи и распространение запрещенных, ну, они называют запрещенные наркотики, ну, просто наркотики. Во многих странах то есть штатах уголовное преступление подразделяется на категории в соответствии с тяжестью. Класс А, класс Б, С – это вот согласно законодательству штата Нью-Йорк, felony класса И, то есть оно считается самым слабым, самым менее тяжким из всех, которые могут быть тяжкие преступления, но тем не менее тяжкие. Наказание за него, значит, до 4 лет. То есть это или тюрьма,
или есть еще probation, то есть это условное наказание, его как бы там испытательный срок дают. Но обязаны приговорить. Это или тюрьма, или его пробация будет. То есть оправдания уже быть никак не может. Что теперь? То, что сегодня случилось, не может помешать Трампу баллотироваться в президенты. И он твердо намерен, он сказал, что окончательный вердикт будет 5 ноября, когда, значит, состоится голосование. То есть преступник, согласно Конституции Соединенных Штатов, может идти в президенты, может избираться, и, по идее, теоретически даже может быть избранным и отправлять свои функции, в том случае, если он будет приговорен к тюремному заключению из тюрьмы, из-за решетки. Ну, теперь, значит, получается, какие шансы он имеет на то, чтобы его избрали. Еще до вынесения этого решения присяжных 6% примерно стойких сторонников Трампа, то есть трампистов, заявляли, что голосовать за него не будут. Ну, по большому счету, это стойких, я имею в виду, коренное ядро его базы. И вроде бы небольшое, да, число, но считается, то есть это аксиома уже, о том, что эти выборы будут малых чисел. То есть разница между ними, двумя, Байденом и Трампом, достаточно маленькая. И 6% могут сыграть свою роль. Это 6% трампистов. А что касается независимых, а независимые в прошлых президентских выборах, они сделали результат, и считается, что и в этом году именно от независимых будет все зависеть. Они сделают результат. Среди них, конечно, когда проводились, я помню, в Нью-Хэмпшире, среди независимых там чуть ли не 60% говорило, что если его приговорят, то они никогда не будут за него голосовать. Но, тем не менее, значит, шансы вот такие. Цифры, имеющие цифры, говорят о таком. То есть тяжко ему будет, тяжко на выборах. Теперь, значит, окей, давайте прикинем, если его изберут все-таки, и если судья приговорит его к тюремному заключению, да даже без заключения, в ряде стран мира, в Западной Европе, допустим, есть такое положение в законе о том, что они не могут принимать на своей территории felons, как вот этих приговоренных по суду тяжких преступников из Соединенных Штатов Америки. То есть каким образом он будет ездить на всевозможные переговоры по миру, это большой вопрос. Но и стыдоба, естественно, какая, вы понимаете, то есть это будет ситуация, когда человек не может фактически выполнять свои функции. Да даже если его не посадят. Вариант, опять-таки, я вам говорил, что есть или 4 года тюрьмы, или какой-то там срок до тех же 4 лет, это условно-досрочное. Даже если это будет условно-досрочное, то есть это поломанное президентство будет. Это будет президент, который будет хромая утка не только на 2 ноги, но и на 2 руки, на крылья, и голова будет у него поломана. Это все, это конец президентству, поэтому представители республиканской партии, руководство как-то должны об этом думать, потому что, ну, среди его ядреных сторонников, конечно, много безбашенных людей, которые газеты не читают, которые черпают информацию только из социальных сетей, себе же подобных, но большинство-то все-таки это нормальные люди, они должны думать о стране и так далее. Теперь, значит, конкретно, к чему он может быть приговорен? Ну, судья Маршан, который должен, значит, вынести решение по поводу наказания, он считается жестким судьей в том, что касается беловоротничковой преступности, а это как раз то, что имеет место быть. По этому делу одним из ключевых свидетелей проходил бывший адвокат Трампа Коэн. Это тот адвокат, через которого был сделан вот этот платеж. Штормовой Дэниелс, или я бы его назвал роковой для Трампа Дэниелс. Так вот, значит, его посадили на 3 года. Хотя то преступление, которое он совершил, оно было меньшее по своей тяжести, чем Трамп. Хотя они одно и то же, но он был подчиненный Трампа.
Он выполнял приказания, он зависел от Трампа, и поэтому его вина считается меньше. То есть вина Трампа больше. Но некоторые считают, что да никогда в жизни Трампа не приговорят к тюремному заключению. Почему? Потому что это первое его преступление, вернее, осуждение. Второе – возраст. Третье – но это преступление все-таки не связано, оно не такое тяжкое, как могло бы быть, там, убийство, изнасилование или наркотики широкомасштабные и так далее. Поэтому говорят, нет, ни в коем случае этого не случится. Другие говорят, да почему нет? Коэна-то приговорили, все равны перед законом, поэтому все может быть. Ну, опять-таки, как бы это ни может быть, но если даже его изберут, все равно то, что сегодня случилось, угробит все его президентство. Ну, хотя бы взять маленький факт, голосование. Вот, то есть он уже поражен в своем праве, которое должны иметь все благополучные американцы, законопослушные. Право проголосовать, участвовать в выборах. Осужденный за фелони этого права не имеет. Пока, ну опять-таки в разных судах по-разному, он зарегистрирован как избиратель в штате Флорида, и там, значит, если ты сидишь за решеткой, ты не имеешь права голосовать. То есть ты должен отбыть наказание, только после этого ты можешь голосовать. Отбудет он наказание это или нет, одному Богу известно, потому что тут совсем немного оказалось. А если ты не можешь голосовать сам за себя, вообще не можешь голосовать, то ну как тебя можно выбирать там? Ну и так далее. То есть, если он будет находиться в тюрьме, он не сможет голосовать ни в штате Флорида, ни в штате Нью-Йорк, нигде, абсолютно нигде. Ну и дальше, значит, тяжесть его наказания будет зависеть от того предварительного исследования, которое сейчас тюремные власти США должны произвести в отношении Трампа. С ним должен поговорить психолог, должны оценить, то есть испытывает ли он угрызение совести по поводу совершенного или нет, собирается ли он стать на путь исправления, есть ли у него или будет у него работа и так далее. Но учитывая, как хамски вел Трамп себя, он не может сдержаться, как он вел себя в ходе судебного процесса, то вряд ли, значит, его разговоры с соответствующими чиновниками тюремной системы Соединенных Штатов Америки помогут ему как-то так облегчить его наказание. Ну и далее, в заключении, Ники Хейли пролетела, судя по всему. Она поторопилась. Я не знаю, все-таки опытная она политик. Как она могла так дать под штангу? Подождала бы еще 2 недели. Кто ее заставлял говорить о том, что она поддержит Трампа? А так имела бы шансы теперь. То есть поставили бы на нее. Второе, что я хотел бы сделать небольшое замечание. В тех высказываниях, поступках, которые совершали или делали высказывания некоторые представители ОПы Ермака, в последнее время, значит, проскальзывало подозрение, что там, в ОПе, приняли решение работать уже под Трампа. То есть последователи, с одной стороны, значит, просили в кулуарах Соединенные Штаты дать позитивное решение и так далее, и одновременно хамили тому же Байдену, который должен был принять это решение. То есть затем вот такие, допустим, заявления публичного характера, подчеркиваю, публичного, что если Байден не приедет в Женеву на этот форум мира, то Путин будет аплодировать стоя. Но эти вопросы решаются в ходе деликатных переговоров между нормальными союзниками и друзьями. А вот такая, извините за выражение, предъява, что если ты не приедешь, то ты поможешь Путину, и одновременно ты просишь помощь. Но это так, я бы сказал, криворожская школа дипломатии, которая приносит больше вреда, чем пользы. Но есть некоторые еще намеки, которые, кстати, они были поняты не только в Вашингтоне, но и в Лондоне, допустим, что, судя по всему, эта ОПА начинает работать уже под Трампа. Несмотря на то, что уже был очень негативный опыт, когда вот с этим делом игрались. Та же самая ОПА, когда Трамп потребовал возбудить уголовное дело против Байдена. То есть надо как-то так
быстро, но не суетливо, хорошо бы. И прекратить эти дурацкие игрища, потому что шансы на то, что Трамп все-таки будет избран президентом Соединенных Штатов Америки, с сегодняшнего дня резко уменьшились. И шансы на то, что Байден, несмотря на все его недостатки, усидит еще на 4 года, они значительно увеличились, и поэтому надо иметь в виду эту возможность, этот вариант. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте еще раз, значит, вас поздравить с этими событиями. Повторяю, умные люди, аналитики считают, что то решение по поводу Украины, которое сегодня прозвучало из Вашингтона, по их мнению, это может означать начало коренного изменения военных действий. То, во что, согласитесь, многие, и я мог читать это в плане, в форме обратной связи с того, что писали мне еще неделю, да что там неделю, еще ну, до моего предпоследнего видео по поводу удара по этим силовым установкам российским, РЛС, немногие верили в то, что этот перелом может наступить достаточно быстро. Но тем не менее, не будем забегать вперед, держим, как говорят американцы, keep our fingers crossed. Поздравляю вас с одновременным наступлением этих, я считаю, позитивных для Украины новостей. И, как всегда, в заключение, слава Украине и ее вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, силы воли, терпения. Мифы сейчас трещат в том, что касается Российской Федерации. Бог с Украиной. До скорых новых встреч.